Восхождение на Эльбрус я совершил в августе 2015 года. И из Петербурга я вылетел в Минеральные воды, где поселился в гостинице на железнодорожном вокзале, поскольку встреча происходила рядом с ним. Там мы переночевали и утром встретились с инструкторами турфирмы в поход, сели в микроавтобус и направились в поселок Лутау, где проходила наша акклиматизационная подготовка. Восхождение на Эльбрус не требует специальной физической подготовки и умений. Главное испытание – это реакция организма на высоту. Так называемая горная болезнь имеет различные симптомы. У меня были следующие: слабость, бессонница, ухудшение аппетита, обезвоживание организма, тошнота и головокружение. В течение первой недели мы проходили ступенчатую акклиматизацию в долине реки Адырсу. В кадре наше первое препятствие. Нам надо было подняться на высоту порядка 40 метров с рюкзаками. Рюкзак весил без палаток и пищи, которые потом стали добавляться, где-то в среднем 16-18 килограмм у каждого. Соответственно, с палаткой и с консервами где-то порядка 20-23 килограмма. Ближе к обеду второго дня мы приехали в базовый альплагерь Лутау, разбили палатки и сразу начали чувствовать на себе действие высоты. Появляется сонливость, лень, хочется прилечь, белки скачут, людей плющит. Но валяться никто не стал, отправились играть в волейбол, чтобы ускорить акклиматизацию. Первая ночь была очень тяжелой, было расстройство пищеварения и бессонница, и поэтому к третьему утру я проснулся разбитый, а нам предстояло восхождение с высоты 2000 метров на 3000 метров, наш первый акклиматизационный альплагерь. Вдобавок к плохому самочувствию и невыспанности я совершил первую ошибку, не послушался инструктора и не разгрузил рюкзак. Плюс, к тому, что у меня было своего, мне положили палаточку весом 4,5 килограмма и немного еды. Последние 1,5 часа я двигался с перекурами через каждые 50-100 метров, и когда надо было перейти холодный ручей с рюкзаком, я думал, что упаду и утону. Мы разбили лагерь на берегу озера у подножия ледника. Я залег в палатку, измерил температуру, было 39 градусов. Погода в горах очень быстро меняется. На смену туману пришел ливень, который затопил палатку. Потом также внезапно прояснилось, я увидел невероятные, очень яркие звезды. На утро температура спала, ребята забрали у меня часть поклажи, и с каждым шагом вниз я чувствовал себя все легче и легче. Делать очередной выход, опять подниматься на высоту 3 километра. Перед этим еще 3 километра надо чапать до станции через. Каждую секунду мы радуемся тому, что мы выбрали отдых и
стал повторять прошлых ошибок и выложил все лишнее в лагере МЧС, снизив вес рюкзака на 3-4 килограмма. Владимир, скажи мне, куда мы идем и сколько нам осталось? До самого конца, до той... Вот это вот. Спасибо. Вот мы уже поднялись на высоту, где почти нет растительности. Вроде уже здесь 2700, да? 2600. Сейчас мы на высоте 2780. Впереди ущелье, в котором мы поднимались позавчера. Вот Леха защищается от дождя. У нас впереди взлет, а там, по рассказам, еще час пути. Сюда, конечно, намного легче. Просто легкая прогулка по сравнению с тем, что было вчера. Отлично забрались. Достаточно легко, несложно. Высота 2980. Фигня вообще. Нечего делать. Да? Время от времени вот этот ледник, он так вот обрывается. И вот как раз образуются, да, вот образуются такие пещерки. Это пасть кита. Ледник тает, и из него идет талая очень вкусная вода. Сейчас мы уходим с этой стоянки, спускаемся вниз к станции МЧС и едем в Чигет. Чигет – это туристический поселок, в котором в волю можно насладиться благами цивилизации, хорошенечко отъесться и взять снаряжение в прокат.
Утром 8-го дня мы выдвинулись с Чигета в Терскол, сели на фуникулер и поднялись на высоту 3000 метров. Все в кошках. Вот я делаю первый выход на снег. Ух ты! Как оно? Круть. Чувствую, проходимость повысилась. Бьют бочки под нами. Отсюда мы начинаем наше пешее восхождение на Эльбрус. По моим ощущениям, двигаться на высоте 4000 метров примерно в 10 раз тяжелее, чем внизу. Внизу я поднимаюсь на 9-й этаж без отдышки, а тут даже на высоту одного этажа без остановки подниматься тяжело. Но расслабляться мы не стали и после легкого перекуса пошли тренировать технику восхождения. В очередной раз удивила переменчивая горная погода. Мы загорали и разложили на скалах носки для просушки. Спустя 20 минут после захода солнца они задеревенели и примерзли к скалам. В эту ночь было особенно плохо спать из-за ледяного ветра, который тряс палатку и пытался пригнуть ее к земле. Но после завтрака распогодилось. Мы отправились в очередной акклиматизационный выход на скалы Пастухова.
Когда я поднялся на скалу Пастухова, я обнаружил, что я сделал еще одну ошибку. Я взял старый советский ледоруб, который в 2, а то и в 3 раза тяжелее, чем современный. Он привязан к рюкзаку и оттягивает плечи. Вон там скалы Пастухова, а вон там вдалеке лагерь, из которого мы начали подъем. В нашей группе около 40 человек. Я сделал для себя вывод, что лучше всего подниматься как можно ближе к инструктору, поскольку ближе к концу группы часто люди останавливаются, из-за этого сбивается ритм. Время от времени мимо нас проезжают тратраки, которые провозят туристов прямо до начала косой балки. Нам же до этой точки подниматься порядка 1,5 часов. После верхних скал Пастухова крутизна подъема поднимается до 45 градусов. Идти становится все тяжелее, появляется сухость во рту, головокружение, тошнота. Несколько человек решают сдаться, и инструкторы отвозят их в базовый лагерь. Косая балка была самым сложным этапом восхождения, поскольку в течение 1,5 часов ты идешь по очень узкой тропинке, на которой не разойтись и не остановиться, и не отдохнуть. И вот, наконец, мы на седловине. Ноги были обессилены настолько, что упали прямо на снег и вырубились минут на 10-20. Несмотря на то, что была пройдена большая часть пути и до вершины оставалось около 500 метров, несколько человек решили отказаться от восхождения и остались на седловине ожидать, когда мы спустимся, чтобы вместе пойти вниз. Отдохнув полчаса, мы отправились в последнюю часть восхождения. Наши ряды поредели, подъем небольшой, но очень крутой. Это был единственный участок, где нам пригодился ледоруб. По большей части он нужен на тот случай, если сорвешься и потребуется зарубаться. На восхождении я взял с собой небольшой термос чая. К этому моменту он закончился, как и у большинства ребят из нашей группы. Чтобы хоть как-то бороться с жаждой, многие, в том числе я, ели снег.